Друзья, об эволюции женственности мы с вами порассуждали. Давайте теперь подумаем о том, как по спиральной динамике развивается мужественность. Начнем с нашего любимого бежевого. Вы понимаете, что ребенок изначально андрогин, да, и даже зародыш не сразу определяется с полом. И, естественно, новорожденный ребенок его не понимает, мальчик он или девочка, поэтому пола не существует на бежевом. На фиолетовом тоже еще мужественность не рождается, потому что фиолетовый — это женский код, и мальчики, они все-таки очень сильно зависимы от мамы, и им очень важна женская энергия. И по большому счету как раз фиолетовый код — это развитие женской части мужчины. Мужественность начинает просыпаться на красном. Мужественность — это смелость действовать, это огонь, это ярость, это ответственность, это движение вперед. Поэтому на красном рождается мужественность как реагирование, как страсть, исследование своей страстью, как «я сам». Вот это вот мощное «я сам» в 3 года малыша. И дальше желание попробовать и ощутить себя, делающего что-то, что делаешь именно ты. На синем мужественность встречает первую женскую крепость, первую женскую преграду, потому что на синем появляются некоторые запреты и ограничения. Спокойствие синего начинает структурировать и фокусировать ярость красного. На оранжевом опять, синий — это женский уровень, а оранжевый опять мужской уровень, и опять набирается мощь. И вот это такая, если на красном мы видим ярость мужественности, то на оранжевом это конкурентность мужественности. Я крутой, вера в себя, ощущение своей брутальности, ощущение своей силы. Как раз вот по-настоящему то, что мы часто понимаем по слову мужественность, это относится как раз к оранжевому коду. Я хочу, я это получу. Я хочу, я это сделаю. Я сильный, я смелый, я хочу эту женщину, она будет моей. Я хочу эту тачку, я на нее заработаю. Я докажу, что я крутой. Вот это доказать, показать. И эта соревновательность может быть во всем. По большому счету, вот это постоянное доказывание крутости. И это история оранжевая. Зеленый опять женский уровень, и на зеленом вот эта доказательность в какой-то момент иссякает. Но огонь не может гореть вечно. Огонь в какой-то момент начинает гаснуть. И на зеленом огонь начинает гаснуть, и возникает вопрос, зачем? Ну, то есть все это во имя чего? Да, я крутой, что дальше? И часто возникает вопрос, ну, как бы, у меня самая крутая самка, а счастье то нет, что нет. Или если например, мы смотрим какие-нибудь DC или Marvel, да, то есть оранжевые герои стараются спасти отца из тюрьмы, вот Флэш мы сейчас смотрим, да, или попытаться отомстить за убитую мать, в том же самом Флэше, Человек-паук, который пытается отомстить за убитую тетю, ну и много всяких историй. Это как раз оранжевая история. А на зеленом зачем становится внутренне, зачем становится родным? То есть если красный что-то из прошлого нас пинает, на оранжевом мы пытаемся это прошлое как бы изменить действием сегодняшнего, то есть мужественность про это, то на зеленом мы начинаем стремиться вперед. То есть мужественность на зеленом, она опять становится достаточно женской, и она становится про заботу о других. То есть мужчина не плачет красного, на зеленом мужчина начинает разрешать себе плакать, он выплакивает все закрытые слезы. И лишь на желтом мужчина принимает в себя и мужчину, и женщина становится тем самым драгином, о чем мы с вами говорили буквально на днях. А вы как видите, что замечаете за собой? Что замечаете за мужчинами рядом, если вы женщина? За своими детьми, подростками, за своими родителями, отцами? Поделитесь своими наблюдениями.